Гибралтар. Легенды и реальность. В те давние времена, когда звери еще умели разговаривать, существовал под Гибралтарским проливом тайный подземный ход. По нему пришли из Африки в Европу маготы, бесхвостные макаки, символ Гибралтара, маленького осколка некогда грозной Британской империи. Люди так и не нашли этот тайный ход. Откуда же, спросите вы, они о нем знают? Так ведь обезьяны раньше умели разговаривать, вот и проболтались. Люди живут на берегах Гибралтарского полуострова очень давно. Судя по последним находкам археологов, вполне возможно, что именно здесь нашли убежище последние группы неандертальцев, прежде чем окончательно исчезнуть с карты Европы. В древности на скалах Гибралтара находились святыни римлян, финикийцев и греков. В дальнейшем там появилась цитадель, ставшая ключом к проливу, соединяющему Средиземное море с Атлантическим океаном. Площадь Гибралтарского полуострова составляет всего 6,7 квадратных километра. Большую часть суши занимает Гибралтарская скала, один из двух геркулесовых столбов, возвышающийся на 426 метров и имеющий очень крутые склоны. Город возник у ее подножия на западном побережье полуострова, соединенного с материком узким перешейком. Северный склон скалы – практически вертикальная стена высотой 396 метров, нависающая над перешейком. Единственный путь в город – береговая песчаная полоса шириной примерно 350 метров. Раньше она была еще хуже, но в 20 веке ее расширили, насыпая грунт. Гибралтар расположен на южной оконечности Пиренейского полуострова. От африканского берега его отделяют 24 километра, что делает стратегическое положение этого места уникальным. Однако в древности за контроль над входом в Средиземное море никакой борьбы не велось. Цивилизованные народы размещались в его акватории. Там находились их святилища. Финикийцы молились своим богам, греки поклонялись Геркулесу, римляне — Нептуну, карфагеняне приносили кровавые жертвы своим идолам, и никто никому не мешал. Арабы первыми обратили внимание на важность данного пункта и решили укрепить его. На Гибралтарской скале в 711 году возник замок, с тех пор много раз перестраивавшийся и в конце концов превратившийся в самое укрепленное место в Европе. Стены Мавританского замка окружают значительную территорию от вершины скалы до берега моря. Сохранившаяся часть замка в наши дни представлена высокой башней и спускающимися к морю укрепленными террасами с зубчатыми стенами, а также массивным домом ворот с куполообразной крышей. С 1309 по 1462 год город несколько раз переходил из рук мавританцев под контроль кастильцев в результате штурмов и осад. В итоге борьба за обладание Гибралтаром стала ключевым эпизодом в освобождении Испании от мавританского владычества. Новые хозяева постоянно добавляли что-нибудь к укреплениям и что-нибудь переделывали, и со временем Гибралтар превратился в слоеный пирог. За арабским ярусом идет испанский, на него наслаивается мавританская терраса, венчает конструкцию испанская башня или позднейший английский бастион. Более или менее стройное представление о том, что представляла собой Гибралтарская крепость, относится уже к началу XVIII века. Это был четырехугольник неправильной формы, восточная и южная стороны которого упирались в Гибралтарскую скалу, западная в море, а северная была прикрыта у песчаного перешейка бастионом Дель Кастильо. Цитадель и система фортов составляли единый оборонительный комплекс с городом. Скала же со временем оказалась изъедена лабиринтом галерей, залов и переходов, общая протяженность которых на сегодняшний день оценивается в 50 километров. Вход на рейд Гибралтара закрывали два мола, вытянутых в залив, каждый из которых был прикрыт фортом. Самым уязвимым местом крепости был бастион Дель Кастильо. Форты и цитадель города были достаточно хорошо укреплены, по периметру были созданы площадки для размещения 150 орудий. Однако почти все они смотрели в море. С суши Гибралтар был практически беззащитен, если не считать природных препятствий в виде скал. Само восхождение, на которое составляло большую проблему, и рукотворных в виде фортов. С берега Средиземного моря высятся горы Джембель-Муса и Абила, а с другой стороны Гибралтарская скала. Раньше все они были одной общей преградой между Атлантическим океаном и Средиземным морем. Проход в скале пробил Геркулес.
В пробоину хлынули воды, так возник Гибралтарский пролив. И зачем были эти труды? А чтобы надежно спрятать коров, которых Геркулес свел со двора великана Гериона. Так говорит легенда, а легенды, как известно, не врут. Кроме сомнительной истории с коровами, Геркулес, можно сказать, еще и прорубил окно из Африки в Европу. За что благодарные карфагеняне и римляне возвели ему на вершине скалы алтарь и возносили молитвы. Эту скалу сегодня называют одним из геркулесовых столпов. Потом здесь было королевство Кастилия, потом опять Мавры. С 1642 года Гибралтар стал частью Испанского королевства. После перехода Гибралтара под английскую корону испанцы не смирились. Гибралтар пережил осады и бомбардировки во время 3 войн между Испанией и Великобританией. 14-й по счету и последней стала осада в XVIII веке. Точку поставило Трафальгарское сражение. Старое кладбище Саутпорт-Дич, открытое в июне 1798 года, в 1805 году было переименовано в Трафальгарское. На ограде белая мраморная плита. На этом кладбище покоятся воины армии Его Величества и члены их семей с 1708 по 1835 годы. Здесь погребены останки тех, кто пал в бою или скончался от ран, полученных в сражениях. На этом Гибралтарском кладбище похоронены только 2 участника Трафальгарской битвы, умерших от ран – лейтенанты Уильям Форстер и Томас Норман. Большинство же погибших нашли вечный покой в море. Тело адмирала Нельсона, погибшего во время Трафальгарской битвы, было доставлено в Лондон. В этой связи рассказывают трагикомическую историю. Во время морского перехода из Гибралтара в Альбион тело прославленного адмирала для сохранности поместили в бочку с ромом. Ночами моряки тайно отпивали ром из бочки. Скорее всего, они просто хотели выпить. Но говорили, что вместе с кровью адмирала они рассчитывали наследовать его силу и отвагу. Так что все только пользы для. Сколько правды в этой истории, неизвестно. Однако в магазинах Гибралтара и сегодня продается ром «Кровь Нельсона». Вторая мировая война не миновала Гибралтар. В 1939 году гражданское население было эвакуировано. Гибралтар стал форпостом морской обороны союзников в Средиземном море. Еще в XVIII веке защитники Гибралтара использовали тоннели в скале. С началом Второй мировой войны их расширили и построили новые для подземных автодорог, госпиталей и казарм, а затем под землей разместили 30-тысячный гарнизон. На случай захвата Гибралтара нацистами в специальном помещении в скале была замурована группа из 6 разведчиков. В их задачу входил сбор и передача по радио информации о перемещении противника. Были предусмотрены специальные системы наблюдения, охватывающие весь Гибралтар, а также система вентиляции, запасы воды и продовольствия. Захватив фашисты Гибралтар, шансов выжить у группы не было. В 1940 году немецким генштабом была разработана операция по захвату Гибралтара. Здесь надо сказать несколько слов. Понятно, что во все времена Испания к присутствию англичан у себя в подбрюшье относилась без особой радости. Еще Оливер Кромвель в 1655 году говорил, что Гибралтар нужен для выгоды нашей торговли и чтобы злить испанцев. С тех времен мало что изменилось. Испанцы злились. Каудильо Франко был другом адмирала Канариса. Немецкие разведчики чувствовали себя в Испании как дома. А 6 ноября 1942 года в Гибралтаре появился генерал Дуайт Эйзенхауэр. Он возглавил операцию «Тогсн», первую в этой войне совместную операцию союзников. Это была их высадка в Северной Африке. План немцев по захвату Гибралтара был похоронен. Существует поверье, покуда в Гибралтаре живет хоть одна макака, он будет принадлежать англичанам. Уинстону Черчиллю приписывают фразу «Мы будем защищать гибралтарских обезьян до последнего англичанина». Говорил ли он это на самом деле, никто не знает. Но достоверно известно другое. Во время Второй мировой войны в Гибралтаре осталось всего 7 макак. В 1944 году, как раз тогда, когда немцы насели на союзников в Арденнах, Черчилль отдал приказ министру колоний немедленно завести в Гибралтар хотя бы 24 обезьяны. В документе так прямо и было сказано. Меры по обеспечению такого количества обезьян должны быть приняты незамедлительно, и чтобы этот минимальный уровень поддерживался постоянно.
А еще обратим внимание на международный аэропорт Гибралтара. Он уникален. Через его взлетно-посадочную полосу проходит проспект Уинстона Черчилля, ведущий от границы с Испанией в центр, а до центра всего 500 метров. Но самолеты с машинами и пешеходами уживаются вполне мирно. Правда, в 2002 году почти произошла авария с рейсом Monarch Boeing 757-200. Кто-то из пилотов что-то не так сделал, но быстро исправил ошибку, и жертв удалось избежать. Единственную страшную авиакатастрофу Гибралтар пережил в июле 1943 года. Тогда, через 16 секунд после взлета, упал в море Liberator 2-511, принадлежащий королевским ВВС. На борту был премьер-министр польского правительства в изгнании и командующий армией Краевой генерал Владислав Сикорский. Говорили о советском, британском или даже польском заговоре. Была версия, что причиной катастрофы стал контрабандный груз, сорвавшийся с креплений и заклинивший систему управления. Сталин ненавидел генерала Сикорского. Им был недоволен и Черчилль. У него были враги среди поляков. Катастрофа была признана несчастным случаем. Гибралтар – единственное место в Европе, где обезьяны живут на свободе. Они выхватывают сумки, срывают очки, иногда кусаются. Поднимаясь к месту их обитания, будьте осторожны. Обезьянье царство завораживает. Когда ты видишь, как одна обезьянка едет на крыше машины, другая влезла через окно и обнимает за шею водителя, третья подходит к тебе и умильно смотрит, в сознании что-то сдвигается. Кормить обезьян нельзя. Штраф 500 фунтов. Раньше обезьяны находились под опекой британской армии, потом Гибралтарского полка. Расходы на овощи, фрукты и орехи были включены в бюджет Гибралтара. В начале 20 века появилась должность – офицер, отвечающий за обезьян. Занемогшую макаку помещали в Королевскую военно-морскую больницу. В специальном документе было прописано, что обезьяна получает такое же медицинское обслуживание, как и рядовой армии. Говорят, что иной раз их можно было увидеть на соседних койках. В наши дни обезьян опекает правительство Гибралтара. Каждый день они получают пресную воду, овощи, фрукты. За состоянием их здоровья следит Гибралтарская ветеринарная клиника. Проводятся совместные исследования с различными научными институтами, в их числе Центр приматов в немецком Геттингене. Гибралтар испытывали на прочность 14 раз. Его захватывали мавры, осаждали турки и испанцы, грабили пираты. Гибралтарцы говорят, что добрые традиции пиратов сегодня продолжают макаки. Они воруют все, что плохо лежит, и что хорошо лежит тоже. Но им прощается все, потому что их любят. Конечно, сегодня не увидишь обезьянку в одной госпитальной палате с британским солдатом. А знаете почему? Да потому что люди — это только люди. А маготы — это живой талисман скалы. Ведь каждый знает, пока на скале проживает хоть одна обезьяна, Гибралтар остается английским.